Та-дам! Всем привет! Всем здрасте! А вот и я. Мне кажется, я покраснела, немножко застеснялась, засмущалась. Но здрасте, всем привет! А вот и я. Екатерина Пряникова. Да, в лисиных ушках. И наконец-то в очках. Да, я достала очки. Вот. Такая я няканая сегодня. Решила вам показаться на глаза, да. Потому что почему? Потому что выходные мы пропустили благополучно, и я решила, что в этом году нам с вами все-таки обязательно нужно еще хотя бы разик встретиться, и не просто в сообществе в виде там каких-то фоток, вот, а прям сделать маленький-маленький стрим, тем более мне Surprise Room подарил 3 игрушки, Аммонит и дизайн, и вы поняли, да? Аммонит и дизайн. Вот, и сегодня мы одну маленькую игрульку-каратульку поиграем, вот. Просто я не могу иначе, все. Я по вам дико по всем соскучилась. Пятница, суббота без вас просто очень сильно сказывается на моем психоэмоциональном состоянии. Так что вот, все, ребята, всем привет. Всем здрасте. Все, всем пока. Засмущали барышню, да. Сама себя барышня засмущала. Нет, я не бегаю по свиданкам, по подъездам не целуюсь. Я уже взрослая тетя, я таким не занимаюсь. Вот, да. Ля какая. Тебе нравится? Олеженька, тебе нравится Катенька в таком виде? С небольшими кудряшками, такая прям воздушная, легкая. Вот. Улыбающаяся. У меня, кстати, новые друзья. Смотрите, это что-то типа собачки. Вот. Это мне в большом таком киндер-яичке подарили. Вот. Ну, и тут у меня девочка-ангелочек, но это не новенькая, она у меня уже давно живет. У нее эти бубенчики звенят. Вот. Мне ее где-то, наверное, лет 6 или 7 назад подарили, вот. Я, когда елку наряжала, достала ее из коробки, думаю, надо украсить мой чудо-классный микрофон всякими всякостями, чтобы они висели и радовали вас вместе со мной. Вот. Угу. Вот такие вот дела. Так вот, все елку нарядили? Да, такие отголоски, да, нет, да. Самое главное, что я нарядила елку, и все. Я ребенок-стример. У меня настроение сегодня такое дурацкое. Я, короче, поймала заряд бодрости сегодня реально от маленького 2-летнего ребенка. К нам в гости сегодня на работу приезжала барышня, которая руководитель УПП в декрете, у нее дочурке 2 годика, и мы сегодня с ней делали огромный поезд из машин, катали по всему, там у нас есть огромный зал для конференций, для совещаний, мы по всему этому огромному кабинету катали все эти машинки, потом верхом на машинках ездили на перегонки, потом просто их катали туда-сюда, вот. Короче, было очень круто, очень весело, я прям такая вся бодрая. У меня же куча шариков, куча всего на работе, вся моя вот это вот для рукоделия и т.д. и т.п. Я, короче, сделала ей большой цветочек красно-оранжевый из шариков, и внутренность, ну, сердцевину сделала желтой, и сделала это на зеленой завязке. Говорю, все, Василиса, на, гуляй. Девочку зовут Василиса. Все, вот это вот тебе подарок от тети Кати, все, вот, возрадуйся, малышка. Она бегала, мама, посмотри. По итогу они забрали его с собой домой, потом Татьяна скидывает фотку, они, значит, Василисе завязали на вот эту вот зеленую ленточку вот так вот вокруг головешки, у нее вот этот вот цветочек на голове, и она вот бегает вот так вот, туру-ту-ту-ту. Прикольно, короче, вот так. Да, нашла себе подружку по возрасту, наконец-то, все. Да, мне большой киндер-сюрприз подарили, вот. Много сладостей подарили.
Очень. Мне нельзя это все кушать. Я буду это есть, наверное, целый год, потому что у меня станет потом большая жирная жопа. Вот. Новый поворот. Так вот. Значит, кто не нарядил елку, это плохо. Надо хотя бы хоть что-нибудь. Хотя бы, может, гирлянду, что ли, или, может, веточку елочки. У меня вот есть букетик, вот он стоит, и в нем есть елочка. А еще там есть розочки, да. Ну, в сообществе, кто видел, те смогли оценить по достоинству подарок, который подарили Екатерине для поднятия ее настроения. Так, все, хватит дурковать, да? Мы будем играть в пилигримов. Я не знаю, что там и про что там, но это Аманита Дизайн, и я уже безумно довольна и безумно рада тому, что я буду пополнять коллекцию. Еще машинариум потом у нас будет ждать. Ну и что-нибудь еще. Какая-нибудь вакханалия. Но это уже, ребят, все будет в следующем году. Я думаю, навряд ли у меня 30 числа получится что-нибудь замутить-то. Я и думаю, у вас, наверное, не будет. У вас у всех будут какие-нибудь дела, там, беготня, может, по магазинам, там, или еще что-нибудь. Ну, короче, подумаем. Если вдруг у меня будет настроение, будут силы, будет возможность, может быть, что-нибудь 30-го подрубим. Просто поболтать. Или, наконец-то, сыграю парочку песен новых, которые я... Ну, для себя новых. То есть песни-то они сами по себе не новые, но я немножечко тренировалась, и где-то там штучки 4-5 песенок у меня в репертуаре появилось. Единственное, их надо еще оттачивать, надо тренироваться, играть и петь. Вот. 3-й год наряженная елка под кроватью. Но на другой квартире. Надо забирать елку. На эту квартиру. Нельзя, чтобы елка была под кроватью и где-то не там. Надо, чтобы елка была с тобой. Да, я тренировалась. Болтологический стрим и сейчас, и потом, и всегда. Все, у меня это... Словесный понос. Так вот, ребята, всем хай, всем hello, всем привет. Всех чмоки-чмоки в обе щеки. Давайте будем переключаться на другую сцену. Я буду подрубать игрульку. И мы будем с вами, ну, подстроим звуки игры, звуки мои, вдруг я сильно громкая, а вдруг не сильно громкая, может быть, чуть-чуть подбавить или подубавить. Короче, все как обычно, все проверочки, и будем тыкать во все, что увидим. Да? Да. А вы пока что не забудьте поставить пальчики вверх. А то я знаю, вы забываете, если вам не напомнить, вы такие у меня ватрушки, прям как я. Да-да-да. Так, значит, хопа, сцену переключили. И теперь делаем вот так. Чпуньк. Играть. Аманита Дизайн. Должна игрулька подцепиться. Нет? Сейчас. Нет? Ну-ка, что за безобразие? Звуки-то, наверное, уже подъехали. А вот сама игрулька не подъехала. Сейчас я закрою лишнее. У меня там фотошоп открыт. Я не закрыла. Всякая фигня открыта. Как обычно. Я готовилась в попыхах, ребят. Я думаю, вы понимаете, как я готовилась, да? Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подождите. Секундочку. Вот это тоже надо закрыть. Я сейчас буду очень расстроена, если по итогу мне придется прям даже игрушку, может быть, и перезапустить. А выносим что-то, выноси, выноси. Там уже кого-то выносят, но не того, кого бы надо было бы. Надо выносить Катю из избы. Давайте-ка я сейчас полностью переделаю захват игры. Что-то она у меня вредничает. Захват отдельного окна. Окно. Вот это окно. Ок, чмок, чпок. Ну-ка-ка. Все, фигня, давай по новой. Ну-ка. О, показывает! Ура!
Сейчас. Я поднастрою еще чутка. Ить. Ить. Та-дам! Так, там уже что-то едят. Это, наверное, какие-то, может, подсказки. Они играют в дурака. Как звуки? О, у нас поп. Денежка равно птичка. Это черт. Бабка пьет. Смотрите, бабка бухает. Это я среди мужиков. Какая забавная фигня. Давайте, я жду от вас комментарий, как слышно. Не громко ли игрушка? В какую-то дырку. Мне кажется, тут маленькие подсказки, да? Были. Храпит, вы слышите? Это как чучел начинался. Чучел же у нас спал, мы должны были его разбудить. А, вот так, наверное. Ой. Обтряхнулся. Улыбнулся, потянулся. Мапа! Мапа! Он сказал мапа! Карта! Да? Да, карта! Смотрите, что-то с лодкой. Вот мы! Смотрите, вот я маленькая! Тут какая-то хрень. Тут какой-то дядька. Тут костер. Тут какая-то фигня. Тут в лодке кто-то. Смерть, наверное, с косой там в лодке. Ну, пойдемте гулять. Ой, смотрите, этот... мотыга. Ну-ка, типа сюда. А цветочки возьмет? Не возьмет. Ну, сделай что-нибудь. Золото нашел или что? Выкинул мотыгу. А, это, наверное, картошка какая-то. Ничего больше не возьмешь. Ладно, возвращаемся на карту. А там у нас в палатке нету ничего? Он спать пойдет сейчас? О, денежка нашли. Денежка с короной. Кстати, ребята, что я хочу вам показать. Смотрите, что у меня есть. Я не знаю, нормально видно или не нормально. Там написано, что у меня лапки. Это вообще маленький термос, но он сейчас не маленький термос. Вот так, да. Так, короче, у нас есть картошка какая-то, у нас есть денежка. Ладно, хорошо. Тут-туру. Пойдемте к этому дядьке сходим. Интересно. О, смотрите, желудь валяется. Бабочка. Это можно взять. Смотрите, а он разбойник, наверное. А, да. Показывала нам, что он ел картошку. Это, получается, он должен сожрать. На картошку. Сырая картошка. Ну-ка, что за красоту у нас тут украшает экран? С наступающим, котенок. А-ня-ня, а кто это там? Подписчик какой-то, да? Это я. Спасибо большое. И вас с наступающим, уважаемый подписчик. Ему, короче, не понравилась картошка. Ему надо не сырую картошку. Может быть, она грязная, может, ее надо помыть? Юху, говорит. Ладно. Пойдем сюда. Костер. Может, мы сможем картошку там приготовить? Нет? Котелок есть. Но нам же, наверное, нужна вода. А мы сможем воду где-нибудь набрать? Ай, привет, Влад. Разрываешься между стримами? А что еще? Кого еще смотришь, а? Бабка какая-то, смотрите-ка. Привет, повезешь меня? Ей нужна птичка, которая ей поет. Они ругаются, смотрите. Она ему говорит: Валера, хватит срать тут с моей лодки в воду. Воду пьют рыбы. Или кто-нибудь еще. Птичка равно я тебя повезу, короче. Йоу.
А ты наберешь воду? Вода. Хорошо, у нас теперь есть вода. Mountain Blade? А, я поняла. Хорошо. Не рекламируй других, да. Так, ладно, хорошо. Бабка нам, значит, сейчас не помощница. Пойдем готовить картошку. Оп. Смотри, сейчас мы вот так сделаем. И картошку туда. Оп. Такой, оп. Если бы Катя так готовила дома, это было бы вообще мега круто. А как понять, что она уже готова? Дома-то я там ножичком проткну там или еще чем-нибудь, а тут как понять? Ну это же, наверное, готово, да? Говорит, ла-ла. Боже, мне можно подать заявку Аманити Дизайн, чтобы они меня взяли на озвучивание своих игр. Да, я знаю, что ты одобришь варку картошки. А тут какая-то тоже... А, я сюда не пройду, пока с этим мы, наверное, все дело не обсудим. Ладно. Пойдем отдадим ему тогда картошку. А если ему денежку дать? На, ешь. Смотри, говорит, смотри. Он даже не очищал от кожуры. Взял, пнул. Дай мне свой пистолет. А, не дамте, дай мне выпить. Выпить мне надо. Я разбой не хочу бухать. Да, пойдем. А это что за карточка? О, как много гулять можно. А тут есть мостик, смотрите. Вон какая-то дыра. Вот сюда что-то там с птичкой было связанное, да? Да, я так и буду делать. Домик тут какой-то. Церковь. Это что тут тоже такое? Огонь. Тут огонь, тут огонь. Несколько раз можно будет что-то готовить, что ли? Ну, пойдемте тогда, что, вот сюда пойдем сходим. Бабка грустит. Да. Дай мне денежку. На денежку, бабушка. Дай денежку. Она деньгой жонглирует. Чё, юху. У нас теперь есть бабка. А это что такое? А, это достижения у нас какие-то или что? Ну, скорее всего, да, это, наверное, достижения. А у меня на мониторе есть Каюхины слюни. Я очень рада этому событию. А можно воду набрать? Нет, не можно. Так. Хорошо. Что это тут такое? Пойдем сейчас. Тут еще какой-то гномик или что? Пчелы. Вот это что такое? Это цветы взяли. О, ведьма, привет! Здравствуй! Я тебя сейчас метлой отобью. Да, все, по-моему, разговаривают. Надо у нее что-то... Отдай свою метлу, бабка старая. Она недовольная. Я не понимаю, что с ней надо делать. Пойдем сюда сходим. Хорошо, что не погрызен, да. Она у меня как кошка, она живет на столе. Ой, смотрите, какой пухлощёкий! Ты какой сладкий! Вот что нам надо. Ну-ка. Ола, дай мне выпить. Зум-зум-зум, принеси мне рыбу. А если за денежку, на денежку? Оп. О, я сейчас буду пить. Все, чин-чин. Ай, хорошо. Денежку. Этот денежку уронил. А ну-ка, давай еще. Это ты неделю назад?
Зачем вы говорю, показали поселок? Я не знаю. Монетка упала. А ну-ка подожди. А он напьется, интересно, прям, чтобы прям все. Прям. Смотри, хоба. Сейчас как в пиратиках блевать будет. Все, он упал. Ну, получается... О, вот так, хорошо. Вставай. Забирай монетку. А как-то вот это надо. А если бабкой? Дай мне выпить, я старая бабушка, мне надо срочно выпить. Принеси мне рыбу, бабка. Дай мне попить. Сейчас бабку будем напаивать, ребята. Давай бабку спаивать. Давай еще, давай деньгу ему дадим. Держи деньгу. Ха-ха. Оп. Такое все замедленное, слоумо. Она что, за Родину, за Сталина? Что-то поет. Хо-хо-хо. У него там дырка в кармане или что? Давай. А нам дадут за спаивание бабки ачивку, интересно, или нет? У него даже нету рычага, который нажимает, чтобы наливалось пиво. Упадешь? И бабка упала. А этот ржет. А толку-то нету никакого. Никакую ачивку не дали за спаивание бабки. Все, забираем бабку. Ну и валим тогда отсюда. Мы ничего не можем взять. Да, спаиваю бабку в прямом эфире без... просто без смс-регистрации. Ну как, что это за тип? Пойдем к этому типу сходим. Значит, нам надо найти какую-то птичку и рыбу. Я плачу, мне очень грустно, потому что у меня вместо ног утиные лапки. Дай мне удочку, чувак. Да, я очень грустный, мне очень скучно. Развесели меня. Давайте ему деньгу дадим. Ёп. Ёп. Это все равно очень грустно. Бабка жонглировать деньгой умеет. Дай мне удочку. Но мне очень грустно. На. Смотри, 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 как бабка. Смотрите, ржет. А ну реально как у уточки лапки. Давай еще раз. Она кричала «Пакман!» А ему... Они... Что ты с желудем сделаешь? Ля ты крыса. Снова жонглируем денежкой. А если бы у нее было 3 денежки? Она бы 3 денежками бы жонглировала или нет? Давай посмотрим, что она с котелком сделает. На голову оденет, нет? Ну, а вот с этим что ты будешь делать? Она шаманка! И денежку сейчас, денежка сейчас она. Смотри, как могу, смотри, кручу, лечу, обмануть хочу. Он сейчас должен... Во, веселый стал. Юху! Вы посмотрите на его ноги. Удочку давай, внучек, удочку давай. Деньгу дай. Что, деньгу дать? На деньгу. На удочку. Нам теперь нужен червяк. А меч... И надо мешок с говном, чтобы он отдал меч.
Ладно. Ничего тут не взять. Пойдем? А у нас нету денежки же теперь. А если мы денежку в этом... Нам отдадут денежку, нет? Снова мы сможем найти? Где карта была? А, типа ачивка. Денежка. Там ачивка, да, какая-то была? Пойдем. Это вот тут, наверное, проверить. Достижения. Небо. А вот, смотри, танцующая бабка-шаманка. Хе, прикольно. Буби, блин, прикольно. У меня просто с детства, типа, Буби это моя масть. Да, все, мы увидели, что там за Буба была. Там танцующая бабка была. Так, хорошо. Значит, мы взяли удочку. Нам, наверное, вот здесь надо будет рыбу ловить, типа пруд тут. Подожди, а где нам червяка взять? А что здесь за дом? Это церковь. А где червяка взять? Мы с бабкой вдвоем ходим. Давай. Кто тут нам пришел? Так, и что нам с ним? Денежку давай ему дадим. Я тебе дам денег. О, ты мне денег дашь, будешь пожертвовать церкви, нифига себе. Не надо мне твои деньги. Что тебе дать-то? Я не знаю, что. Давай бабкой что-нибудь. А что он ржет? Она что-то просит у него. Он спать захотел. Я не знаю, что ему надо. Желудь? На желудь. Что это такое ты мне дала? Не надо мне твой желудь. Да иди ты в ПИМ тогда. Я не знаю, что. Там медведь какой-то. А что здесь? Все будем везде ходить и все пытаться понять. Так, у нас есть какая-то веревка тут. Тут есть гриб. Мы же, наверное, должны будем рыбу приготовить. Казан на голову? Этому, что ли? Придурочному попу? А что здесь? Давай сюда сходим. Не, ну можно и казан на голову. Сегодня все, что пожелаете. Главное, не мне. Смотри! Это червячок! Палка, огуречек. Нужен силач. А веревку не надо? Не надо веревку. Но у нас есть червяк. Мы можем пойти рыбачить. Пойдем рыбачить. Кстати, да, варить зелье надо. Рыбка. Давай вот так, опа. А давай на гриб что-нибудь поймаем. Ачивка. Так, ладно, потом посмотрим. Давай на червяка теперь. Это какой-то водяной. Я водяной. Зачем ты гриб засунул мне? Все, у нас есть рыба. Получается, мы, наверное, должны сейчас набрать в казан воды. В котелок. Ах. Привет, Сергей. Да, меня можно потрепать за мои лисяные ушки. Да. Кстати, да, где Шикуня? У нас грибочек, должна быть Шикуня, значит, где-то.
А, Сережа, я знаю другую. Палка-палка, огуречек, получился человечек. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Вот так. Надо нажать. Что? Нажми. Куда? 2 раза, и он бежит? Не поняла, погоди. Пойдем приготовим рыбу. О, снова можно гриб взять. А если гриб пожарить? Давай вот так сделаем. А если гриб сварить, правда? И куда это зелье деть? Кого напоим этим зельем, а? А пойдемте папа напоим. Я не знаю. Да, я пока что сначала сварила что-то непонятное. Кто там? Черти кого носят? Эй, здравствуй, батька, я принес тебе попить, на, попей. Что ты мне принес? Что ты мне принес? У меня щеки покраснели, что ты мне принес? А почему полное? Не то пальто. А кто у нас еще есть с вами? У нас еще вот тут бабка есть. Пойдемте ее напоим. Ну не бабка, а ведьма. Выходи, старая карга. Дай мне свою метлу. Я буду подметать улицы города, потому что много мусора. На, выпей. О, метла, метла, дай метлу. Она пошла что-то варить. Где моя метла? Где моя метла? Где моя метла? Я буду подметать. Смотри, какие у меня ноздри. Козули достаю, на пол кидаю. Подметать нечем теперь. Так, достижение. Ну-ка. Метла. Водяной. Показывает язык. Как много достижений-то надо, а? Заработать. Я даже не знаю, как их зарабатывать там. Так, продолжить. Ладно, хорошо, у нас есть метла. Зачем только она нам дана? Да не гунди, старуха. Так. Пойдемте попробуем теперь что-нибудь с рыбой сделать, да? Тык-тык. Вот, 2 раза тык-тык и типа ускоряется. Давай наберем воды. И пойдем попробуем приготовить тогда тык-тык. Грибочек. Попробуем приготовить рыбу. А можно из желуди еще что-нибудь сварить? Давай рыбу готовить. Йоп. У-ла-ла. Так, рыба готова. И мы теперь пойдем вот к это... А, нет, в таверне. Ай, не туда. В таверне чувак сказал: принесешь мне рыбу, я дам тебе побухать. Кого? Тебя сварить? А, да, рыба моя, я тебя буду варить. Дай мне выпить, чувак. Где моя рыба? Я тебе принесла рыбу. На рыбу. Ам-ам. Давай, ешь. Ешь, рыба. А куда ты пошел? Сель. На. У нас есть теперь бухло. Все, спасибо, дорогой друг. А кому там надо было бухло? Кому бухло надо было? Вот этому что надо было? Этому надо было радости. Привет, привет, Блуднео. У нас пилигримы. Мы играем в пилигримы. И я ем конфету. И вообще, всем здрасте. Так, дай меч, типа, давай мне мешок. Мы тебе потом мешок принесем. Что вот этому надо?
Да кого там опять черти пронесли? Давайте его набухаем, что ли. Ой, а мы, получается, не то сделали. Ой, а зато ачивку дали. Сейчас... Господи, бессовестный, а? Как ему не стыдно. А чё, может его метлой пинать? Не, не то пальто. А может его связать? Он рыгает. И чё теперь? Ну, связали мы его, а дальше чё? Он рыгает. Он бессовестный. Сейчас подмести. Мы себе обувь подметаем. Фу, господи, какой он противный, а? Что еще можно сделать? А если бабкой что-нибудь сделать? Уйти. Бабкой подмести. Короче, походу, чувак у нас будет связанный теперь. Ладно. Идем теперь снова за червяком. Вот у нас червяк. Значит, идем сюда на озеро. Ловим рыбу. Бери. Червяк. Делаем рыбу. Значит, идем, сразу набираем себе воды. Потом идем... Давай, воду набираем. О, воду, набирай воду, молодец. Теперь пойдем приготовим это все. Оп. О, Эп. Давай. Закидывай. Эп. На денежку не ловила. Что, попробовать на денежку поймать? Давай поймаем, попробуем. Оп. Давай. Нет, только кинуть денежку можно. Хватит мне кидать свои деньги. Это когда в эти водопады кидают денежку, загадывая желание, туда тогда вот этот вот вылазит, и да ты задолбал, просто в эти, знаете, в носок мелочь скидывает, и вот так вот носком раскручивает, и просто в спину тебе вот так, да ты задолбал мелочь кидать, мразь! Короче, все, пойдемте. Извиняюсь, ругнулась. Ах. Идем в таверну и... Эй, хочу выпить. Дай мне рыбы. Вот твоя рыба. Вот твоя рыба. Да, я тебе готов. Вот рыба принес. Все, давай. Отдавай мне свою алкашку. В меня вселился какой-то грузин. Все. Я вашей грузинской женщине. Щечки такие. Вот так вот бы его потрепать по щечкам. Так, хорошо, к этому дядьке, да, идем? Он хотел у нас выпить. Дай свой пистолет. А ты стрелять не умеешь. Дай мне выпить и забирай. На. Йо-хо-хо. Хорошо тебе, дядя? Че, дай мне желудь? У нас есть желудь, на. Он сейчас будет стрелять, наверное, по желудю. Или желудем стрелять? Желудем стрелять. Охренеть. Надо убить 2 человеков теперь. А, он теперь идет с нами. Смотрите, хопа. Мы типа закарифанились с чуваком, получили ачивку. О, набухали священника. Прикольно. Так, ладно. А что мы можем теперь с пистолетом делать? А если мы сюда пойдем и этому скажем пистолетом вот так: отдавай нам!
Денег мне неси, неси денег, ёпа мать. Отдавай мне меч. Что ты мне сделаешь своими утиными лапками? Сейчас я желудем тебя стрельну. О боже, я позеленел. Мы уснули. А если тобой? Отдавай, гадюка! Он сказал гадюка! Он просто в нос ему дал. Погоди, а если мы бабкой сейчас его до смерти заподметаем? Дай мне, пожалуйста, старой бабушке меч! Деньги неси, старуха, ну я же... У меня маленькая пенсия! Апчи, апчи. Да и хрен с тобой. Ой, тебе новый бойлер отгрузили и отправили. Ты будешь нормально купаться, ну это круто, я тебя поздравляю. Это прям мега-мега круто. Меня напрягает тоже безумно, когда у меня перегорает Теда. Это просто кошмар. Даже сутки без горячей воды это уже ад. Так, что у нас... Что мы имеем? Что мы имеем? Сюда нам надо птичку, да? А тут у этой бабки мы можем еще что-нибудь взять, нет? Алло. На гриб. Ура! Сейчас она что-то опять наварит, и чё? Что-то с грибом она делает. И недовольна. На. Не нравится ей. Это маки, что ли, или чё? Вот коза. Противная. А чё мы можем... Чё она нам может дать? Я даже не знаю. Подожди. А если мы... Ну-ка, пойдем тут воды наберем. Нет, воды надо набрать. Вот это можно пропустить. Набирай воды. Вот эта бабка позеленела вся прям. И теперь к костру пойдем. Может тут это сварить? Яп. Мы хорошо сварили какое-то зелье варенье. Метлу отдать? Нет, я же забирала себе метлу зачем-то. Выходи, старая ведьма. Нет, давай ей дадим сначала зелье, на. И чё? Ты... Чё с ней происходит? Нет, видишь, мы можем только подметать. Она злится, психует. Психованная бабка. Так. А что нам надо в замке? Давай возьмем червяка. А я не знаю, что нам тут надо. А, нам нужен силач. А где нам силача взять? А тут медведь. А что нам надо у медведя? Нас сейчас растерзает медведь, наверное. На тебе в нос. А если мы убьем медведя желудем? Он украл у него алмаз.
нас есть алмаз. Офигеть. Стрельнуть в медведя, ладно. Капец. А если, например, бабка медведя позовет? Мишка, Мишка, выходи. А Мишка все обиделся. А если этот чувак? Эй, медведь! Медведь, ты где? Я не знаю, почему я всех травлю, но так получается. Тут чё? Тут ничего. А здесь есть что? Горы просто. Маленькие козявки бегают. Тут мы все взяли, да? Ну-ка, а что мы можем здесь? Ну-ка. Дай мне выпить. Эй, фиг тебе. Тыщ. Сейчас в ответку. На! Я тебя сейчас убью. Мне страшно. Мне больше очень страшно. Ну, давай, на. Оп. Тыщ. Ха-ха-ха, мы злодеи. Забираем бухло. Вы видали, мы можем просто наглым образом приходить его кошмарить и забирать алкашку. А если его напоить? Ну, сейчас тот чувак уже не выйдет к нам. Я ограбила медведя, да. Я ограбила в таверне. А кого мы еще не напаивали? Кого еще споить можно? Ну-ка, а если мы этого сейчас? Вот так, оп. А, нет. Вот так, просто. Эй! Он пил у нас? Нет? Мы его напаивали? Нет? Мы ему грибки дали. Пузыри пускает, как я, когда в ванной плаваю. Ржет. Напоили. Ну-ка. А что это значит? Типа можно что-то подглядеть? И чё? Чпуньк? А какой понт? Ну-ка, а если мы возьмем, нальем ему? Вода. Да подожди, там же было зелье варенье у нас. Где у нас вода? А давай его пригрозим ему чем-нибудь. Нет, он не хочет. Монету ему не надо, по-моему, да? А, ну мы же ему что-то там это... Погоди, а если мы его вот этим, например... А ты куда ушел? Смотри, что сделал! Бада-бада-бумс! Ля, он волосатый какой! Прям как мои ноги. И что теперь? В кого стрелять-то будем? А если тобой порыбачить? Ну и... Огонь, да? О! Поймали рыбку. Подожди, а если тогда... А что бабка будет делать? Этот у нас теперь голый по итогу. Старуха, неси свои вонючие ноги в мою болото. Напугали бабку. Давай подметем ему, просто грязь наметем. Изыди, черт, изыди, демон из воды. Давай ноги бабки помочить. Ах, юху. Короче, я не знаю, что бабкой делать. А где мне силача взять? Так, что нам делать с этим попом? Он рыгает до сих пор. Бры-бы, бры-бы. Смысла нету подметать.
Чё она с серьговой жопой-то ходит? Да, зато зимой тепло. Я не знаю, что сейчас делать. Хоть рыгать бессовестный. Яп. Ему не надо алмаза. А если сюда идти? Черт какой-то. Принеси мне папа. Я принесу тебе папа. И я с тобой пойду. Ёп. Он со мной идет уже. Чертик со мной. Офигеть. Мы отдадим ему папа. На. А зачем ему поп? По-моему, сейчас что-то будет. Так, ну-ка, давай этим чуваком зайдем. А в церковь зайдет он, нет? Походу дела нет. А бабка? Нет. Ну-ка, а если мы тогда сейчас чертенком вот так? Пока, друзья. Птичка, птичка. Птичку поймать надо. Улетела. Мы приблизились на 1/3 к птичке. У нас достижение. А где теперь птичку нам искать? Так, у нас тут опять поп. Что ли, подожди-ка. О, другой уже, смотрите. Тут... О, я младший. Кто-то там. Как их называют? Это уже теперь мужской монастырь. Здравствуйте, приходите почаще к нам молиться. Да, новую песню Киша придумали. Ну-ка, что там у нас за достижение-то? Сейчас открылось. Вот. Новый молочек какой-то там, ну-ка. Ой, здравствуйте, бабушка. Вы постоялица, приходите помолиться, свечку поставить. На чем, на каком они разговаривают? Ладно. А этот если? Я тебе тоже рад, пузатый волосатый дядька. Пока. Друзья, пока. Ничего не понятно. Ладно. Так. Что делать-то? Что у этой ведьмы-то? Вот эту фигню собрать. Она ржет над нами. Вон, смотри. Метла, дай мне метлу. Моя метла. Эхе-хе. Хватит шариться тут с моей метлой. Ну-ка, давай. Ищ. На тебе. У нее и так нос кривой, еще и метлой мы просто ее мутузим. Испепеляющий взгляд. Вот что значит испепеляющий взгляд. Я фантазерка. Ну да. А что ей дать еще? Давай воду. Глаза выгорели, смотрите. Пока, говорит ей, пока. Что там у нас бабка варит? Птичка? Сейчас покажет еще чуть-чуть, что мы продвинулись. И нам сейчас нужен будет силач, наверное. И в замке в том, наверное, что-то у нас будет. Чик. Бабка довольна, бабка нашла свой дом. Горячий взгляд, да. Так. А где нам силачат с вами искать, а? Ё-моё. Ну-ка, а если сюда еще раз сходить? О, смотрите. Они его сварили.
Не, ну это жестоко. Ржет. Ладно, понятно. Тут нам ничего не светит. Пиум. Ну-ка, если до бабки сходить... О, у нее тут, смотрите, цветочки. Эй, привет, бабка, ты довольная? Ой, она мне дала цветочек, спасибо. Ой, ачивочку тоже дали нам. Ля, какой красивый. Ой, тебе привет. Она ему ничего не дала, потому что он с пузом голым ходит, совращает. Да, бабку мы потеряли. Оригинальная озвучка игры. Мне надо, наверное, реально игры озвучивать. Я не знаю, что мне надо. Ну-ка, пойдемте в таверну еще сходим. Привет, дай мне выпить. Он скажет, неси мне рыбу. А если ему сырую рыбу дать? На. Воняет болотом. Хочу жареную рыбу. Ну и ладно. Давай вот этим. Hala. Я какой злодей. Подожди, а если... Она денежку, возьми денежку. Мы же его не спаивали, мы бабку споили. Сначала помутузились, сейчас будем пить. А он такой недовольный, типа, что ты мне тут в нос дал еще и теперь алкоголь у меня просишь выпить? Давай еще, пока он не свалится. Надо пузо показать и совратить. Ну попробуй, покажи свой пузик. Что за песню он поет? Давай еще третью. С третьей мы упадем, наверное. Бандюэль, он сказал бандюэль. Прикольно. Все, нос уже красный просто. Что ты там поешь? Ты упадешь? Все, упал. Хо-хо-хо. Он ржет, как Дед Мороз. Дай мне выпить, пожалуйста. Он сказал, не дам я тебе, нанеси мне рыбу, пожалуйста. Я тебя тогда укокощу просто. Не стреляй, брат, мне страшно. У меня коленки трясутся просто. Я сейчас тебя выстрелю. Тишина тебе. Все, забрали алкашку. Я злодейка. Что за взгляды? Да, ну я не знаю. Так, с этим мы все обсудили, да? Где нам силача взять? А если этого напоить? И вдруг он такой сдуреет. Ну нет, не уходи. Ну-ка, а что у нас тут было? Тут только червяк. А где у нас с вами веревка была? Вот тут, по-моему, веревка. Нет. А веревка, наверное, нам больше не резнится, да? А что делать дальше? Что, темненькой стало? А я не знаю, я ничего не делала с волосами, только помыла. Он девственник он. Надо выпить его кровь, и тогда я буду молодой и привлекательной всегда. Ля как. Может, просто то, что свет так поднастроила. Может, просто так расчесалась, не знаю. Блин.
А мы этого напаивали, нет? Чувак, дай меч. На, выпей. А если мы ему, он же какой-то лепрекон. Это как раз денежка же, мешочек. Все, на меч. Мы сейчас можем этим мечом пойти и кому-нибудь угрожать. А кому мы можем пойти угрожать? Пойдемте в таверну, мечом поугрожаем. Помада цвета гуталина? Слушай, я помадами не пользуюсь. У меня только, ну, там, блески для губ. Которые... Чтобы не обветривались. У него нету ничего, мы же забрали алкашку. Господи, он сейчас напрудит вообще свои штанишки. Маленький мальчишка. Так. Нам нужен силач. Подождите. О, так вот силач. Он и был силач у нас. Здравствуйте, многоуважаемый король и его принцесса. Прилетел дракон, он сделал кукареку. Он хотел мою принцессу забрать, съесть. А у меня один глаз, потому что я циклоп. И черный флаг, мы повесили черный флаг, поэтому. Накрасить губы гуталином. Брови в красный цвет. Надо зарубать, короче, курицу эту. Я не знаю, так получилось всех спаивать сегодня. Мне дадут корону, я буду королем. Поженимся. О, ребята, у нас передача, давай поженимся. А она уже довольна, ей нравится. Его ноздри такие сексуальные. Она прям уже потекла. Так. А где нам? Бля-бля-бля, одобряю. Меч есть, меч-кладенец есть у нас. А чё она хмурая курица? Так, ладно, нам надо... А если тобой мы что-нибудь поговорим? Здравствуйте, многоуважаемый повелитель. Была птица, птица прилетела, она делала кар. Все понятно. До свидания. Где нам искать? Вот он, смотри, вот она голова. Идем рубать голову. Я тебя порубаю. Что ты мне тут? Не надо мне тут твою отрижку делать. Что, ты обосрался, что ли, там в свои красные трусы? Она его сейчас съест. Не съест. Я тебя зарублю. Ну. Принцесса равно клад. Принеси принцессу, я тебе отдам клад. В смысле, погоди. А как так? А если его напоить? Я думала, мы это напоим. На. Он съел прям. Ему не понравилось. А если мы ему червяка дадим? На. Он же курица. Съел? А если рыбу? Может быть, мы отравим его так? Мне не понравился ему грибок. Капец, ему надо принести принцессу, получается.
Принцессе подарок надо дать. Маки. Мне нужна принцесса. Я хочу съесть принцессу, пожалуйста. Пойдем к принцессе тогда. Возьмем червяка, подарим принцессе червяка. Здравствуйте, многоуважаемый. Я понимаю, все прекрасно. Я знаю. Принцесса нужна. А если вот так вот? Что ты мне дал, парень? Не надо мне вот это все. На денежку тогда. Только пришел тут от кашеру. Привет, Кенни. Привет, зайчик. Как у тебя дела? Блин, а если его напоить? Давайте его напоим. Она такая-то довольная становится. А если мы его мухомором траванем? Закуси, закуси. Не хочешь? Чему дать? А если его усыпить? А? Если сварить сейчас? Если маковый суп сварить и дать ему попить? Как вариант. А? Давай. Зелье варенье сонное. Как у тебя дела, Кенни? Рассказывай. Елку нарядили? Пойдем. Попробуем его напоить. Зельем. Да. Я не отдам свою принцессу, на, попей. Он не хочет. Ну-ка, а если вот этим? Отдай мне свою дочь! Не отдам никогда, ни за что! Я тебя сейчас убью, ёптыть! Опачки! Какой подарок! Не надо никакого подарка! Вот и все. Учитесь, мужики, как надо барышню завоевывать. Просто пригрозил пистолетом бате ее. И она такая злая, но в то же время довольная. Пошла за тобой. Вот так. Мухомор надо было добавить. Нет, видишь, мы это... Новогоднее настроение у тебя, но это хорошо. Это прям мега круто. Так, принцесса. Вау, здравствуй. Поцелуй меня, я стану принцем красивым. Нюхает ее. Феромоны. Барышня, мне нравятся твои феромоны. Смотри, они подружились. Они пошли чохан-пёхан там делать. Забирайте свой сундук. Пока. Пока. Я молодец, говорит, я молодец. Чем ты стреляешь, дурак? Так, хорошо. И что теперь? Так, желудь. Птичка, птичка, птичка. Так мы уже на... Стреляй в птичку тогда. Не надо стрелять. А этот сидит на сундуке теперь, голожопый довольный. Юху! У нас есть птичка. Тик. А тут он одетый, а у нас голожопый там. Ну не голожопый, он в шортах. Теперь мы можем идти к бабке, которая на лодке. Повезешь меня, барышня старая, с носом длинным через реку. Сначала принеси мне птичку, добрый молодец, который мне песни поет. Я с ней ругаюсь и пизжу ее палкой. Ну я ее прогнала, мне стало так грустно. Вот твоя птичка. Вот твоя птичка, давай, бабка, давай. Я пронесу тебе, вот она, возьми, смотри.
Какая большая ложка у нее. Пойдем, пойдем. Хлопец, пойдем. Аманита дизайн. Это все, что ли? А? Это все! Офигеть! А еще же куча достижений не взято. Офигеть! Прикиньте! Хе! Быстрая игрулька. Добрый. У меня нету денег. Добрый. Офигеть. Прикольно. Вот так вот. Быстро. Коротко. Мило. Ну и вот. Теперь можно потрындеть чуть-чуть. Да, это концулики. Все. Спектакль окончен. Вот так вот. Мы закончили играть. Давайте сделаем вот так. Та-да! Снова я такая няка большая. Гы. Давайте 5 минут поболтаем. А может и не 5. Я, в принципе, примерно так и рассчитывала, что мы где-то за часик, наверное, ее пройдем, потому что прям заявлено разработчиками, что на часок игрулька. Это вторая конфета только. Если кто-то там подумает, что я опять жру конфеты как не в себя, это не так. Вы ошибаетесь. Угу. Кофе горячий. У меня лапки. Видно у меня лапки. Конфетку. У меня просто те карамельки, которые я кушала тогда, получается, ну что, 1,5 недели назад. У меня их еще много. Ну, там вот такая пачечка. Маленькие-маленькие карамельки. Вот. И я их жую. И кофе пью. Угу. 2 подряд. 2 подряд, но ничего страшного. Можно. Сейчас же там преддверие Нового года, все такое. Можно кушать сладости. Дед Мороз в кульках приносит шоколадные конфеты, карамельки. Тебе по-любому их кушать придется. Потому что кто, если не ты сам их съест? Скайки нельзя. Поэтому и приходится кушать все сладости, которые мне подарили. Наверное, забавно, да, иногда меня слушать, когда я дурачусь так. Нет, все поместится. Все поместится. Сережа, ты, кстати, ты видел? Я же выкладывала фотографию в полный рост в зеркале. Но, правда, с компа там нормально не посмотришь. Вот если с телефона посмотришь, то там видно мои жирные ляшечки, да. Там далеко еще до состояния, когда моя жопа не поместится в стол. Так что это... Так что можно, все нормально. Мандарины с бананами. Бананы очень калорийные, кстати. Вот мандарины и цитрусовые какие-нибудь другие можно. А вот бананы на ночь тем более нельзя. И виноград нельзя. Я плохая девочка, нельзя конфеты. Пропала. Путечка ты, Сонька. Потерял меня, да? Скучал очень сильно. У меня просто были дела. Я, получается, что? Мне в субботу утром рано надо было вставать, ехать в город. Потом я поехала из города, когда домой заехала в магазин, купила всякой фигни для дома, купила игрушки елочные новые. У меня елка, ну, там превалирует синий и золотистый цвета. Я пока приехала домой, у меня тут скаюха еще делов натворила. Что-то пока я там пиццу приготовила, пока чуть-чуть порядки понаводила. И мне обратно в город надо было ехать. И все, я просто назад потом еду, и у меня, я понимаю, что у меня нету тупо сил, вообще нету сил ни
улыбнуться, не там пожелать всем чего-нибудь хорошего. Вот. А потом в воскресенье мне тоже надо было в город ехать. Вот. Поэтому так получилось, что ни в пятницу, ни в субботу мы с вами не встречались. Вообще в пятницу я хотела сначала музыкальный стрим сделать маленький, ну, болтательно-музыкальный. Вот, но как-то вот так вот. Наказать меня надо. Животик у меня небольшой, у меня хороший животик. Я же похудела. Я была где-то 58, а сейчас я 55. Так что мне можно иногда... Нет-нет, пару конфет тогда пропустить. Вот так вот. А на стуле вдвоем мы сядемся, да. Я думаю, спокойно. Если как бы... Если все нормально, то сядемся. Монитор бликует в очках. Ну да, есть такой косяк. Но я могу и снять очечи. У меня как раз там уже все везде затекло. Ну, в смысле, где ушки давят очки вместе с ободочком. Та-дам! Ушел поесть, а тут конец. Да, но мы еще чуть-чуть поболтаем. Совсем чуть-чуть, капелюшечку. Я завтра... Почему мы еще сегодня встретились? Я завтра на работу не поеду. Я завтра буду работать из дома, потому что у нас жуткие пробки. Это все вот этот предновогодний коллапс, просто жесть. У меня завтра нет собраний, нет агентов, поэтому завтра я себе позволю остаться дома. Можно будет встать на часок попозже, поэтому можно было чуточку подольше посидеть за компом. Вот. Я смотрю смущающе. Ну, не знаю. По-моему, я нормально смотрю. Я что-то вообще... Обычно я пью, выпиваю стакан сока за стрим, выпиваю кружку кофе за стрим, а сегодня что-то я вообще как-то стеснялась, ничего не выпила. У меня есть не лисий хвост, у меня есть зайкиный только хвост на завязочках. Но я его одену, когда мы будем в зайкиных ушках стримить. И одену хвостик, и если так в зеркале будет видно, что у него тут вот хвостик будет. Он такой большой. Я когда примеряла, Скай на меня такая смотрит. Мама, это что такое? Такая чик-чик понюхала. Мам, это чё? Я говорю, это хвост, Каюха, это хвост. У мамы хвостик зайкиный вырос. Чё за фигня? Такая прям смотрит, не понимающая, что это такое. Вот. Такие вот дела. Кстати, что можно еще обсудить? Что вы будете делать на Новый год? Я вот ничего не буду делать. Я как в том году. Я, по-моему, в Дискорде сидела с ребятами по часовым поясам, просто ждала у кого когда и писала поздравления с Новым годом. Вот. Смотрела, по-моему, я телек. Пила бутылочку шампанского прям с горла. По-моему, даже фотку скидывала на фоне елки бутылку в полумраке. Вот. В этом году, я думаю, буду заниматься тем же самым. А нет, у зайцев хвостик маленький. Я точно знаю почему, потому что я видела зайца. У меня есть история одна из детства. Мы когда были маленькие, мы часто ездили на рыбалку и на охоту с родителями и с крестным. Значит, как-то раз мы возвращаемся домой. Ну, а вы все знаете, у меня есть я, на 1,5 года старше моя сестра, и у моего крестного сын, он возрастом моей сестры. Ну, значит, мы едем, и тут дорогу перебегает зайчик, а дело летом. Значит, крестный резко тапку в пол, тормозит, орет на нас: бегом за зайцем! А мы же маленькие еще, ну как маленькие, я не знаю, мне, по-моему, было, наверное, лет 8-9, может, где-то так.
Ну и, короче, мы вылетаем из машины горошинками, высыпаемся в тречка и бежим в посадку за этим зайцем. Он от нас дёру, мы за ним, а родители там просто усыкаются в машине. Мы-то как бы потом до нас доперло, что мы зайца-то не догоним. Они просто бегом зайца догонять! И мы как придурки, нам страшно же, на нас же ругаются, надо же зайца догонять. И побежали зайца догонять. Понятно, мы ничего не догнали, вернулись в машину запыхавшиеся, они сидят, угорают там всей толпой над нами. Короче, вот так вот. И я видела, что у зайки маленький хвостик. У меня была зайкиная шапка в детстве, и у меня были помпончики из хвостиков. Там маленькие хвостики у них. Вот. Длинный с ладонь взрослого человека. Ну, наверное, как раз как у меня тот хвостик, который приехал к ушкам. Там большой вот такой просто. Такая громадина, как моя голова. Вот, да. Будешь заниматься недвижимостью, лежать и не двигаться. Но можно лежать, не двигаться и что-нибудь еще поглощать при этом. Желательно, если тебе будут рабы подносить, там, виноград складывать, и ты такой лежишь, а тебя там опахалом, если вдруг тебе жарко стало, пледиком, там ноги прикрыли, если вдруг замерз, там помассировали пяточки. Прикольно. Зайцы гоняли по участку, потом спокойно его поймали. Вы поймали зайца? Капец. Олеженька, ты будешь смотреть сериальчик? Позволишь себе выпить вина или пива и баньки? А как же шампанское? Пузыриками же встречают Новый год. Я вот не знаю. Я же в последнее время вообще там, ну, бывает, конечно, крайне редко выпью, но практически не пью, даже не знаю. Может быть, и не буду себе ничего покупать. Пузырика нового. Как-то так. Старею, что ли? Зайца взять и за хвост потянуть? Не-не-не. Я не буду, это будет зайке больно. А я, кстати, рассказывала, да, что у меня в поселке пока еще народу не сильно много было, и строек не сильно много было. Прям зайчики, даже через мой участок зайчики ходили. И зимой и лапок много было на снегу, именно зайкиных. А еще тут лисы ходят. Но не я, другие лисы, настоящие живые лисы. Последний раз я лису видела, когда только снег выпал в этом году. Осенью поздней. Я на трассу выезжать, и лиса шла через дорогу. А еще я в этом году видела 2 косули молодые. Прикольно было. Они такие на дорогу чпуньк выбежали. Ну, прям просто из кустов. Чпуньк. И такие, опа, смотрят на машину. Я притормозила потихонечку. Стою, разглядываю просто. Они такие, тык-тык-тык-тык, выскакали с дороги. Мне один раз на трассе, я к родителям ехала, мне на трассе под колеса косуля бросилась. Я, давай что-то рулем там, не надо рулем крутить, ничего не надо, просто в тормоз жмем. Но мне страшно было. Она еще такая выскочила на дорогу, такая чик, смотрит, о, красная Биби едет. Потом такая, а пойду-ка я дальше. А у меня там просто кирпичи в штанах, на сиденье, в машине запах просто благовоний. И все. Ну и там ехать оставалось всего там километров 150, по-моему, до родителей. Посмотреть, какой зайцый хвост. Ну, наверное, как у кроликов. Я же видела вживую кроликов. Ну что, ребята, будем заканчивать, да? Я думаю, что, ну, если получится, мы, может быть, реально с вами еще 30 числа встретимся. Если не получится, то видеообращения в этом году, скорее всего, не будет. Но на английском так точно. Если только я что-нибудь и запишу на русском. Что хотела сказать.
Если вдруг мы не увидимся, то я все равно везде всех поздравлю со всеми праздниками. Никаких если. Пить надо водку. Вкус один, но приключения разные. Алкоголь вредит вашему здоровью, да. Но я хочу отметить, что алкоголь — это целый мир. А как там еще пейте, дети, молоко, будете здоровы, да? Ну что, давайте прощаться, да? Я была очень рада сегодняшний вечер провести с вами. Мне было очень приятно поиграть в эту игрульку. Все-таки Аманита Дизайн делают шикарные проекты. Шикарные они для меня. Прям безумно поднимают настроение. Surprise Room тебя не было в чате, но я думаю, ты потом посмотришь. Спасибо большое. Thank you very much. Эту игрульку он мне подогнал, да. Вот. Поэтому very nice game. Thank you. Всех вас, ребята, я тоже крепко-крепко обнимаю. Раздаю всем свои сладкие, пряничные, воздушные поцелуи. Кому-то хорошего вечера, кому-то уже, может быть, сладких снов, а кому-то доброго утра. Всем пока-пока и до встречи на просторах интернета.